Всем привет, это Тостер, вот так с верхотуры начинаем, потому что у нас много интересного о домашней технике и реальные обзоры и тесты. И вот знаете, это видео, оно должно было стать таким обычным обзором кондиционера, классическим. Ну вот позвонили ребята из Samsung и говорят, у нас вышел топчик, топовый кондиционер, давайте расскажем и покажем. Сделаем реальный обзор и тест, что называется. Но вот когда я начал готовиться к съемке, изучать материалы по этому кондиционеру, знакомьтесь, кстати, сплит-система Samsung WindFree, я понял, что у нас получится другое видео. Видео о том, каким вообще может быть и должен быть современный кондиционер в 21 веке. На примере этого кондиционера об этом реально можно рассказать. Досмотрите до конца, поймете, о чем я. Если что, в первом закрепленном комментарии есть навигация по видео, для удобства. Сразу скажу, чтобы потом к этому уже не возвращаться, в России доступны два варианта из этой серии. Модели разной производительности для помещений разной площади. Максимум 35 квадратных метров. И этот кондиционер работает как на охлаждение, так и на обогрев. Нам в России это важно, потому что летом, к примеру, то жара, то холодно. В межсезонье еще есть, когда отопления уже или еще нет. Так что оба режима востребованы. Плюс здесь, конечно, энергоэффективный, тихий, долговечный компрессор с инверторным контролем мощности, что вообще-то уже данность, must-have для хорошего современного кондиционера. Поэтому не останавливаюсь на этом моменте подробно. Теперь погружаемся в интересные южнокорейские технологии. Вот скажите, какая главная проблема у многих с кондиционером? Правильно, сквозняк. Из-за направленного потока холодного воздуха часто может просто продуть, и человек заболевает. Вечно эти препирательства в офисе или дома. Выключи кондиционер, мне дует, нет, давайте включать, жарко. Любой сталкивался. Так вот, ребята из Samsung это все решили. Технология называется WindFree, собственно, она дала название всей серии. Смысл в том, что вместо направленного, злого, как я его называю, потока холодного воздуха, кондиционер мягко и тихо рассеивает прохладу по всему помещению. Как все происходит? Включаете режим WindFree и, как видите, закрывается основной воздушный канал, откуда обычно поступает охлажденный воздух. Прохлада распределяется равномерно и реально мягко через вот эти отверстия на корпусе внутреннего блока. Я не считал, но в Samsung говорят, что их 23 тысячи. Тут, конечно, и функциональность, и дизайн. Это явно такого рода решение. Ну и прекрасно. Мне главное, какой эффект. Чтобы было понятнее, проведем небольшой эксперимент с флажком. Это флаг Южной Кореи, если кто не знает. Смотрите, в обычном режиме, когда воздух по классике выходит из основного канала, флагу неспокойно, он колышется, трепещет и нервничает. Причем даже на некотором расстоянии от кондиционера. Еще немного, и у нас будет простуженный флаг Южной Кореи с насморком и с больным горлом. Нам это надо? Нет. Активируем WindFree. И что происходит? Прохладный воздух продолжает поступать, но флаг уже ведет себя гораздо спокойнее. Видите, он совсем успокоился, лишь слегка реагируя на поток воздуха. Сам этот поток стал шире, но он все равно достаточно быстро распространяется по помещению. Так что даже некоторое снижение его интенсивности не сильно влияет на скорость создания дома комфортного микроклимата. Долго ждать прохлады в комнате не придется, и при этом никаких простуд. Плюс, по информации Samsung, еще и экономия электроэнергии в режиме WindFree может доходить до 77%. Что тут скажешь? Плюс 177 баллов в Гриффиндор, что называется. По сути, корейцы решили главную пользовательскую, человеческую, если хотите, проблему кондиционера. Если раньше простудиться из-за него было проще простого, то теперь для этого нужно очень сильно постараться. Да еще и денег на энергопотреблении сэкономить можно. В комментариях можете восхищаться, потому что технология, на мой взгляд, реально стоящая. Но это еще не все. Вы ведь помните, да, у нас видео о том, каким должен быть современный кондиционер в 21 веке. Во многих бытовых приборах сейчас есть автоматические программы. В посудомойках, например, в стиральных или сушильных машинах. Техника в этом случае оптимизирует свою работу, исходя из конкретных условий использования. Очень похожая история и здесь. Это называется Artificial Intelligence Автокулинг, AI автокулинг. Смысл в том, что кондиционер изучает, скажем так, ваше климатическое
температурные привычки, ваш пользовательский опыт. Утром, к примеру, вы любите пободрее и попрохладнее. Днем вам нравится комфортные плюс 24, ну и так далее. Ориентируясь на вас, а также на текущую температуру в помещении и за его пределами, за окном, кондиционер и выстраивает свою работу. Это авторежим. Если вас все устраивает, то вам не нужно ничего делать, настраивать каждый раз. Комфортный климат будет поддерживаться автоматически. AI автокулинг. Удобно, особенно сейчас, когда, как ни крути, дома многие проводят больше времени. Еще один интересный умный режим. Кондиционер умеет анализировать данные датчика движения и оптимизировать свою работу, опять же, исходя из реальной ситуации в помещении. Когда у вас вечеринка и гости, он будет работать интенсивнее. А когда в комнате никого нет, интенсивность работы снизится для экономии электроэнергии. Также в этом режиме доступны настройки направления воздушного потока. Он может перемещаться за человеком, ну пытаться, да, или направляться в другую сторону, не на него. Представим ситуацию. Вы позанимались дома спортом, велотренажер там или беговая дорожка, причем хорошо позанимались, не щадили себя, как обычно я в спортзале. Жарко стало, и хочется прохлады сразу, или чтобы вообще не становилось жарко, чтобы заниматься в комфортном микроклимате. В этом случае можно врубить быстрое турбоохлаждение. Корейцы этот момент тоже прокачали. Кстати, у кондиционера увеличили диаметр вентилятора, распределительные заслонки сделали шире и вообще улучшили возможности по воздухозабору, скажем так. И вот это все позволило, во-первых, в принципе быстро охлаждать помещение, если речь идет о работе летом, а все же мы больше в теплый период кондиционер используем. Во-вторых, прохладный воздух ощущается на расстоянии до 15 метров от внутреннего блока, и происходит более равномерное его рассеивание по комнате. Вжух и прохладно, скажем так. От активного спорта разворачиваемся в сторону спокойного сна. Не в смысле «спи спокойно, дорогой товарищ». Я о комфортном сне. Хорошо засыпаешь, крепко спишь и бодрым просыпаешься. Для комфортного сна тоже есть специальный режим, причем тоже без сквозняка. Тут тоже работает технология Wind-Free. Когда режим активен, кондиционер работает по определенному алгоритму. Сначала температура немного понижается, что помогает засыпать, а потом медленно начинает подниматься. Но не резко, конечно, а потихоньку. И в итоге этот люфт температурный, он в сонном режиме составляет всего несколько градусов. Собственно, такой алгоритм работы не с потолка взят. Проводились исследования, и вот такие небольшие температурные колебания в такой последовательности, это, как выяснилось, хорошо для комфортного сна. Следующий пункт очень важный. Реально современный кондиционер не только охлаждает воздух, он еще и должен уметь его очищать. В Samsung Wind-Free по сути есть целая система очистки воздуха. Первый фильтр во внутреннем блоке защищает теплообменник от пыли и каких-то еще загрязнений. Это плотная сетка, которая, кстати, еще и сама с антибактериальным покрытием, чтобы на ней ничего ненужного не развивалось. Этот фильтр легко снять и почистить. Не забывайте, кстати, периодически это делать. Дальше становится интереснее. Здесь еще есть фильтр, способный нейтрализовать даже мельчайшие, невидимые нам так называемые мелкодисперсные частицы, которые всегда есть в воздухе и которые, как, наверное, многие знают, вообще не полезны для нас, когда через легкие попадают в кровь. Так вот, этот фильтр назван PM1.0. Цифры в названии — это, собственно, размер частиц, которые он может нейтрализовать. Они меньше 1 микрометра. Этот фильтр как раз отвечает за чистый воздух в помещении. Он задерживает мельчайшую пыль разного происхождения, пыльцу, вирусы, многие из которых, в том числе вирус COVID-19, сами не умеют передвигаться по воздуху, но прикрепляется для этого как раз к взвешенным частицам в воздухе. Причем этот фильтр электростатический. Его работа основывается на разности потенциалов, на ионизации этих мельчайших частиц, которые притягиваются к металлическим пластинам фильтра и таким образом удаляются из воздуха. Электростатический или плазменный фильтр даже мельчайшую пыль останавливает размером от 0,1 микрона. И что круто, в отличие, например, от HEPA-фильтра, его эффективность не падает со временем. Просто не забывайте его тоже периодически промывать, вынимая из кондиционера. Это, кстати, несложно сделать.
Плюс вы можете контролировать в целом качество воздуха дома. Есть световая индикация, по которой можно ориентироваться. А также на дисплее выдаются сведения о количестве мельчайшей пыли, мельчайших частиц в определенном объеме воздуха. Чтобы не быть голословным, я решил проверить качество очистки воздуха этим кондиционером с помощью лазерного датчика мелкодисперсных частиц Дайла. Ссылка на него в подписи к видео. Уверен, многим пригодится в разных ситуациях подобное устройство. Нас интересуют те цифры, которые на дисплее датчика слева. Это мельчайшая пыль размером от половины микрометра. Сравниваем изначальное значение, это по сути общий уровень загрязнения воздуха в комнате, с тем, что получаем на выходе из кондиционера. Он работает в максимальном режиме, с максимальной интенсивностью. Как видите, снижение уровня загрязнения очень заметное, и это только первый замер воздуха. Воздух же продолжит постепенно очищаться, повторно проходя через кондиционер. Так что тут зачет. Теперь несколько слов об эксплуатации, об обслуживании кондиционера. Это важно. И круто, что здесь все максимально облегчили в этом смысле. Есть трехступенчатая автоочистка теплообменника внутреннего блока. Сначала происходит быстрое замораживание теплообменника, потом цикл оттаивания, когда вместе с водой уходят загрязнения, пыль и даже, по информации Samsung, до 90% микроорганизмов. Ну, бактерии, вот это все. И дальше теплообменник просушивается воздухом. Влага удаляется, ну и все чисто. Чтобы кондиционер прослужил долго, корейцы реализовали здесь целую систему защиты от того, что, собственно, может вывести его из строя. А именно, здесь есть защита от перепадов напряжения. Отдельный стабилизатор для этого не нужно использовать. Кроме того, теплообменник во внутреннем блоке, конденсатор в наружном и вообще весь наружный блок с защитой от коррозии. Ну и, конечно, с современным кондиционером в 21 веке можно и нужно управлять удаленно. У Samsung хорошее, в смысле удобное довольно, мобильное приложение SmartThings, и в нем все вполне понятно и продумано, вот в смысле функциональности и навигации. Мы уже тестировали его в наших видео ранее. Например, у нас есть большой эксперимент со стиральной и сушильной машинами Samsung. Посмотрите, это интересно. Ссылка будет в подписи к видео. И через это мобильное приложение вы можете все, что угодно делать со своим кондиционером. Ну, в смысле, менять и выбирать любые настройки. Супер удобно, конечно, когда едешь домой, включить кондиционер удаленно и прийти уже в прохладу с жары или в тепло с холода. Коннектится все быстро, потом просто открываете кондиционер и управляете им. Вот уж в контексте климатической техники удаленное управление — вещь точно нужная и полезная. Ну что, как вам этот кондиционер? Высказывайтесь в комментариях. Если есть опыт использования уже этой модели или вообще что-то хотите сказать за кондиционеры, welcome. Мне он очень зашел, потому что множество технологий здесь, которые реально делают нашу жизнь комфортнее и легче. Главная фишка — это, конечно, работа без сквозняков. Технология Samsung Wind Free — это реально круто. Но не менее круто и то, что здесь есть система очистки воздуха, даже от опасной для здоровья мельчайшей пыли. Это тоже важный момент. Тихая работа, удаленное управление — это все есть. Плюс технологии, которые облегчают эксплуатацию кондиционера, автоочистка. Плюс энергоэффективный инверторный компрессор. Плюс то, что вообще продляет рабочий ресурс кондиционера. Это и защита от перепадов напряжения, и антикоррозийная защита всего наружного блока и важнейших элементов конструкции. Есть в первом закрепленном комментарии навигация по видео. Если захочется вернуться к каким-то моментам, технологиям, не проблема. Но вообще, конечно, лучше все это в реале, что называется, прочувствовать, проэксплуатировать и понять на примере этой модели, каким должен быть современный кондиционер в 21 веке. Я же говорил, что видео в итоге получилось об этом. И да, черт побери, Samsung Wind Free получает рекомендацию тостер, потому что он реально крут. Не дешев, конечно, но, во-первых, это не ко мне, это к ребятам из Samsung, а во-вторых, ну это топчик, ребят. Где вы видели топовую высокотехнологичную технику за 3 копейки? В каком-то другом мире, видимо. Нет! Блин,
прям как та страничка из «Где Уолда». Найдете меня? Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. До новых обзоров и тестов.